Привет, друзья! С вами Ева Лорман. Представляю вашему вниманию свой авторский профессиональный курс «Мастер-бровист. Техника граней Brilliant». Это полный курс для всех желающих освоить профессию мастера-бровиста. Техника граней Brilliant – это моя авторская техника, по которой я обучаю своих студентов офлайн уже около 8 лет. Все мои ученики учатся на этом курсе отлично. Техника универсальная, поэтому я решила поделиться с вами этими знаниями. В курсе представлена как теория, так и практика. Я надеюсь, вам будет интересно. Курс бесплатный, в общем доступе. Смотрите, с удовольствием обучайтесь, но есть небольшое напутствие перед обучением. Курс не совсем простой. И для того, чтобы действительно хорошо его понять и освоить профессию мастера-бровиста, желательно смотреть все уроки от начала до конца по порядку. Итак, мы начинаем. Приятного обучения! Здравствуйте, дорогие мои ученики! С вами Ева Лорман. Это первый урок онлайн-курса коррекции бровей по технике граней. Неспроста я хочу начать этот курс с того, что мы с вами должны научиться правильно говорить наше основное слово «бровь» в различных падежах. Потому что, как показывает практика, как показывают вообще многие ролики на YouTube, мастера не знают, как правильно произносить это слово. Смотрите, в единственном числе слово «бровь» в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев произносится с ударением на букву О, кроме сочетания с приставкой «на». А во множественном числе ударение может ставиться в разных частях этого слова, и на букву О, и на окончание, и даже на суффикс. Поэтому следите за этим произношением, и это будет более профессиональный подход к вашей профессии. Смотрите, в именительном падеже кто что бровь, родительный кого чего брови, дательный кому чему брови, винительный кого что бровь, творительный кем чем бровью, предложный о ком о чем брови и местный, это имеется в виду с приставкой на брови. Во множественном числе именительный кто что брови, родительный кого чего нет бровей, дательный кому чему бровям, винительный кого что брови, творительный кем чем бровями, предложный о ком о чем о бровях. Вот такое небольшое вступление я вам подготовила. Дальше мы начинаем с вами уже непосредственно наш курс. И первое, с чего мы начнем, разберем, что такое брови и для чего они нам. Брови – это жесткий волос на теле человека. Очень жесткий, порой даже я бы так сказала. Они служат нам для защиты глаз от попадания в них пота. Вот их основное предназначение. Но мы, конечно же, рассматриваем брови с эстетической точки зрения, потому как они, естественно, добавляют красоты нашему лицу, и мы, конечно же, не представляем себя без бровей. Далее, дорогие мои, мы рассмотрим с вами строение бровей, в котором я связала общеизвестные понятия и те понятия, которые я вам буду говорить, и вы будете их слышать в первый раз, скорее всего, потому что я именно изобрела вот эти вот все названия. Это мое собственное изобретение, которое выплывает из моей техники граней. Общепринятые понятия: бровь делится на три части: головка, тело и хвостик. Головка – это начало роста бровей. Она самая незаполненная, то есть у нее рост волос здесь редкий. Самая заполненная часть брови – это тело. Рост волос здесь густой и насыщенный. Далее хвостик. Хвостик тоже у всех по-разному. У некоторых хвостик заполненный, у кого-то редкий, но это не относится к делу. Главное, что это хвостик. Теперь расскажу вам о строении бровей по моей технике, для того, чтобы мы с вами лучше понимали друг друга. Первое, самое главное, что бровь я разделила
на две части. Body up – это тело вверх, и body down – тело вниз. Где они разделяются между собой? В наивысшей точке бровей. Это аббревиатура именно вот этих трех слов. Наивысшая точка брови. Далее, ВГ – это высота головки, НБ – это низшая точка брови, ВИ – высота изгиба, ДБ – это длина брови. В общем-то, несложно, я думаю, желательно вам все это запомнить. Давайте рассмотрим, какие формы бровей вообще существуют. Итак, дугообразные брови, и эти брови считаются идеальными, потому что эта форма идет абсолютно всем людям. И мы будем стараться все формы бровей наших клиентов подгонять под эту форму. Дальше у нее также есть несомненный плюс. Из-за того, что головка находится ниже хвостика, такая форма бровей корректирует лицо, приподнимает взгляд, делает небольшой анти-эйдж. У возрастных людей хвостик опускается, то есть мышцы слабеют на лице, и хвостик, он, конечно, опускается вместе с головкой, но очень часто выразительно именно вот эта часть, когда начинает опускаться хвостик. И мы, как мастера, должны это учитывать, что понятие анти-эйдж включает в себя коррекцию бровей, в которой мы должны приподнять в первую очередь хвостик. Вторая форма с изломом. Мы видим, что здесь яркий подъем body up и такой же резкий спад body down. То есть здесь более угловатая форма, больше напоминающая нам даже бумеранг. Следующая форма S-изгиб. Откуда берется эта буква S? Если ее растянуть, то мы ее увидим вот здесь. Головка горизонтальная, плавно переходящая в тело, дугообразная и плавно нисходящий хвостик. Вот этот изгиб и получается буква S в английском алфавите. Вот откуда берется это название S-изгиб. Следующие брови округлые. Эти брови имеют свой тоже недостаток в плане того, что у них слишком много вот здесь головки, толщина ее большая, очень небольшая толщина тела. Вот эти брови придется подгонять под идеальную форму, потому что в идеальной форме самая насыщенная часть – это тело, а не головка. Головка должна быть полупрозрачной и не выдающейся, так скажем, на общей форме брови. И мы подошли к самым сложным формам, это плоские и домиком. Почему эти формы считаются сложными? Потому что если опираться на теорию по идеальной форме бровей, где головка должна быть ниже хвостика, мы эти брови тоже каким-то образом должны подвести, постараться, скажем так, подвести к этим понятиям. То есть мы должны опустить головку и приподнять хвостик. Если в плоских бровях это более или менее удастся нам сделать, то есть для того, чтобы опустить головку, мы, конечно, ее здесь не опустим, не отрежем эту бровь и не переделываем. Нет, конечно, мы должны сделать этот эффект визуально. Мы убираем немножко головку сверху и убираем немножко хвостик снизу. И таким образом у нас получается трансформация плоской брови в более или менее дугообразную. Что не сделаешь, конечно, с бровями домиком, потому что здесь вообще сложно все редактировать, так как, чтобы опустить эту головку, ладно, мы ее здесь уберем, но чтобы вывести их хотя бы как минимум на один уровень, головку и хвостик, этот хвостик, посмотрите, до каких пор надо буквально убрать. Благо, что сейчас существуют, конечно, варианты долговременного окрашивания бровей, не так, как раньше. Сейчас что краска, что хна, это является долговременным окрашиванием бровей. И даже если мы уберем здесь хвостик, мы его благополучно дорисуем на том уровне, который нам нужен. Но не могу не отметить, что последние тенденции моды у бровистов – это плоские брови. Да, конечно, мы это все наблюдаем на подиумах, показы мод.
все барышни, которые там шастают по подиуму, они в основном имеют плоские брови. И прям реально на это идет акцент. Брови должны быть плоские максимально, широкие максимально и даже незаметные. То есть их пытаются специально скрыть, закрасить, осветлить и так далее. Это все и я тоже наблюдаю уже который год. Но дело все в том, что нужно понимать начинающим мастерам особенно не вестись за трендом, а иметь его в виду, что он существует. Они всегда были, они есть и они всегда будут. Но надо уметь их применять на практике правильно. Поэтому я хочу сразу опередить вот эти вопросы, вот эти какие-то укольчики по поводу того, что сейчас в моде там определенная форма. Профессионализм мастеров как раз-таки в этом и заключается, что да, ты должен, конечно, быть в теме, ты должен идти с ними в одну ногу, но тоже надо это все понимать, кому это применять, кому это не применять. Естественно, тренды все будут применяться на молодых девочках, на молодежи. Я считаю, что это мнение абсолютно правильное и даже не стоит по этому поводу спорить, потому что так как у меня учебные центры, я вижу огромное количество людей, приходящих к нам, мы их также обслуживаем, но не в этом вопрос. Вопрос в том, что ты, когда видишь человека один на один, ты с ним становишься, разговариваешь с ним, а сам смотришь на его брови и думаешь: Господи, какие могут быть тренды, когда вот у тебя есть человек, у тебя есть вот готовая база, которую тебе надо просто сделать более привлекательную, более выразительную. И все. Есть, конечно, определенная категория клиентов, которые бегут за трендами, но так эти люди, они сразу видны, их ты сразу вычислишь, и ты поймешь, что вот именно этому человеку можно было бы сделать тренд. Поэтому, друзья мои, тренды не всем можно делать. Я надеюсь, вам эта информация понравилась, она была вам полезна. С вами была Ева Лорман, и до встречи на следующем уроке.